Решил подключить аудиосистему к своему Z-Force 1000. Соответственно, для этого мне потребовалось установить дополнительную распределительную коробку, поскольку производителем не предусмотрено удобное расширение подключения, поэтому приходится добавлять подключение через распределительную коробку. Распределительную коробку я подключаю через реле, чтобы она запитывалась только тогда, когда включено зажигание. Соответственно, реле подключается плюс к плюсу, минус к минусу, здесь на клеммах. И еще один минус выводится на распределительную коробку, соответственно, вот сюда. Плюс идет от реле. И вот этот вот контакт тоже идет от реле. Я его подключил к прикуривателю. Таким образом, здесь появляется положительный потенциал, когда включается зажигание. Соответственно, когда появляется напряжение на прикуривателе. Это довольно удобно и не разряжает аккумулятор в выключенном состоянии. Ну, нужно будет еще дособрать. И я думаю, что я прикреплю эту коробочку не шурупами, а на двусторонний скотч, чтобы не портить оригинальные здесь все запчасти. И увидим, как это все будет работать. Я установил кожух на распределительную коробку. К сожалению, у нее нету полной пыливлагозащиты, но это хотя бы что-то. Прикрепил ее на двусторонний скотч. Здесь прихватил хомутиками провода, чтобы они не болтались и чтобы реле не летало по подкапотному пространству. Так оно зафиксировано более-менее надежно. Это провода идут непосредственно уже к аудиосистеме. Здесь она выходит на стойку и по стойке поднимается к нашей аудиосистеме. Здесь под рулем находится коннектор, который идет к прикуривателю. Вот он. К сожалению, я пока не нашел подходящий разъем, нужно купить. Но для проверки работы системы достаточно просто хотя бы так вот на соплях прикрепить. Вот контакт заходит в прикуриватель. Соответственно, теперь мы включаем зажигание. И наша система включается. Включаем зажигание. И наша система тоже уходит в обесточку. Ну, я считаю, что работа выполнена по подключению. Я тут на AliExpress прикупил такой вот комплект разветвителя для цепи питания. Ссылочка будет в описании. Недорого стоит, но решает проблему того, чтобы избавиться от вот этого колхоза, который я тут сделал, для того, чтобы подключить реле к прикуривателю. По-хорошему, конечно, это нужно сделать вот так вот разветвителем, то есть по одному пути будет идти оригинальная цепь питания прикуривателя, а вот к разветвлению я подключу провод, который идет к реле, которое включает распределительную коробку. В комплекте идут пины, нужно будет их обжать. По сути, нам понадобится подготовить только один вот этот вот коннектор. Все остальное оставляем как есть. Ну вот теперь так выглядит схема подключения. Вот у нас коннектор идет с оригинальный коннектор с подачей питания на прикуриватель. Здесь я подключаю разветвитель. Одну линию он дает на оригинальный коннектор самого прикуривателя, а вторая линия идет на мой провод, который запитывает реле, управляющее коммутационной коробкой. Все. Колхоза больше нет, все красиво. Кстати, в моем вездеходе я обнаружил, с первого дня были установлены какие-то 3 коннектора, которые ни к чему не подключены. Вот парочка, которые с какой-то пылевлагозащитой, а один вообще без таковой. Я ее заизолировал изолентой, чтобы, не дай бог, туда какая-то влага не попала и не коротнула ничего. Если у вас есть идеи, вы знаете, для чего эти коннекторы нужны, к чему они подключаются,
Дайте знать в комментариях, будет интересно узнать вашу точку зрения. Спасибо. Устройство имеет также возможность подключения USB-флешки. Вот. К сожалению, не продуман дизайн. Если флешка вставлена, то герметично закрыть крышечку уже не получится, поэтому придется какую-то гидроизоляцию здесь сделать, ну, или влагоизоляцию, чтобы конденсат туда не попадал. А также здесь сделано уже все по-умному. Есть подключение для дополнительного LED. По умолчанию он подключен к встроенному LED, который на тыльной стороне устройства работает. Ну и также здесь есть еще возможность подключить внешнее аудио по Line-In, по линейному входу. Ну, устройство поддерживает также Bluetooth соединение. В принципе, дает довольно неплохой звук. Сейчас продемонстрируем. В принципе, устройство достаточно хорошее. Звук хорошего качества, достаточно громкий. Но нужно понимать, что будет перебивать звук мотора только на скоростях там где-то до 50-70 км в час. Выше уже шум мотора и ветер где-то на том же уровне, как и звук, поэтому не ожидайте чуда. Конечно, еще зависит от прослушиваемого контента. Если вы собираетесь слушать какую-то классическую музыку, относительно тихую, то тоже вряд ли что-то из этого хорошего выйдет во время движения. Но если у вас там какая-то динамичная музыка заряжена, то все будет ок. Из минусов нужно отметить, что USB-флешка размером больше 4 гигабайт у меня не завелась. То есть там я пробовал 8-гигабайтовую, 16-гигабайтовую, не получается. 4 гигабайта у меня старенькая флешка нашлась, с ней все окей. И поддерживает только MP3 формат. FLAC, например, он воспроизводить не умеет. Еще из минусов можно отметить, что управление подсветкой осуществляется только с пульта. Я пока не нашел, как сделать так, чтобы по умолчанию при включении саундбара подсветка была выключена. Вечером, ночью это может мешать. Ну так ездил по темноте. Не сильно напрягает, но немножко отвлекает. Было бы здорово как-то настроить, чтобы подсветка не включалась автоматически. Возможно, придется банально перерезать провода. Ну, посмотрим, может быть, найду другой какой-то вывод. А так, в целом, достаточно хороший продукт. Там есть, в принципе, разного размера эти саундбары. Я взял небольшой, который обеспечит звук в основном для водителя, поскольку в основном я езжу сам. Но можно выбрать и большего размера. Ссылочку на этот товар я тоже прилагаю в описании. Может, кому-то пригодится. Удачи!